В ваших видео неоднократно, Григорий, микрофончик выключай, когда я задаю вопрос, а то эхо гуляет. В ваших видео неоднократно упоминается о том, что люди живут в квартирах, именуя это жилье бетонными коробками. В каких помещениях людям лучше жить? Я вам сбросила ссылочку Данилова, как построить дом для себя. Вообще очень рекомендую ознакомиться с его трудами. К сожалению, он покинул наш мир, но это не умаляет его трудов. Данилов рассказывал, что мы жили всегда в хоромах. У них была вот такая крыша, и это был дом с рядом вот таких разных крыш. А в домах, ударение на первый слог он делал, Данилов говорил, что в домах с вот такой крышей хранили всегда зерно, потому что в таких помещениях нет того течения энергии, которое необходимо живым объектам. И в помещениях с такой крышей ничего не разлагалось. То есть там не было жизни, поэтому там хранили зерно, чтобы не заводились всякие разные бактерии и ненужные вещества. И в домах также, в помещениях вот такой крыши, хранили покойников перед похоронами, если их нужно было продержать какое-то время не в земле или не придав огню, на природе, так скажем. Поэтому вы сейчас живете в хранилищах для зерна или в домах для покойников. То есть раньше это были дома, сейчас это называются дома. Разберитесь с этим вопросом самостоятельно. Если Григорий что-то хочет добавить, он добавит. У нас просто 17 минут, и сегодня очень много вопросов. Григорий, буквально пару минут. Но от остроты крыши зависит, какое количество энергии втекает дом. Опять же, зависит от того, насколько из естественных материалов сделана крыша. Самые острые крыши – это у храмов, то есть там, где поток энергии более сильный. То есть у дома должна быть обязательно крыша, и угол должен приблизительно 45 градусов. Приблизительно, в зависимости от того, конечно, что за люди в этом доме живут. Стены домов должны быть из натуральных материалов, а не из бетона. Еще плохо, что в бетон добавляют металлические конструкции. В идеале это камень. В принципе, можно и дерево, но дерево небезопасно. Как вы знаете, на случай пожара, как целые города выгорали. Вообще хороший вариант – это камень, и он имеет отделку деревом изнутри. Это таких на простых доступных уровнях, что сейчас можно сделать. То есть я не говорю про идеальные варианты. Плюс пропорции дома принципиально важны, да, чтобы правильно шло распределение энергии, в том числе, которая идет от Земли. То есть есть пропорции в саженях, например, да, либо использовать систему круглых домов. То есть когда дом круглый, можно вот эти параметры поймать без сложных расчетов. Опять же, это не на 1 минуту разговор. То есть острая крыша, круглый дом, круглые стены дома или правильная, по крайней мере, пропорция в саженях. Есть очень интересное на эту тему видение, где разработки, но это, в общем-то, опять же, из ведизма взято, где там расчеты даже какие-то даются. То есть это немножко не к нам вопрос, но я полностью согласен, от размеров зависит очень многое. То есть от правильных пропорций. Все старые дома, например, в старых городах с этими пропорциями строились. Если их пропорции хорошие, то и, например, в доме очень хорошие акустические параметры. То есть когда говоришь слово в одном углу и слышим в другом углу. То есть и нам надо стремиться к таким ситуациям. Деревенские дома для жилья, например, лучше, чем любые городские бетонные дома, как бы они, какую хорошую бы отделку они не делали, чтобы вы там внутри не делали. Дома еще можно улучшать, если в домах внутри, например, вы отделываете натуральными материалами и растения есть, но они не решают полностью проблему неправильных форм и бетонных стен.